Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. Сегодня я хочу рассказать о том, как на операционной системе Windows Server 2019 сделать вложенную виртуализацию. Что такое вложенная виртуализация? Это означает, что мы можем не только хостовую операционную систему использовать как сервер Hyper-V, но также и гостевую операционную систему использовать как Hyper-V. Итак, чтобы было понятнее, да, вот у нас есть хостовая операционная система. Здесь стоит роль Hyper-V. В диспетчере Hyper-V у меня есть две виртуальные машины. Называется Core 2019 и 2019 GUI. Вот. И вот я запустил виртуальную машину GUI 2019 и хочу здесь также поставить роль диспетчер Hyper-V. Однако у меня это не получится. Почему? Потому что будет ругаться. Вот я добавляю роли компоненты. Далее, далее, далее. Вот. И ставлю галочку Hyper-V, жму добавить компоненты. Вот, оно ругается о том, что процессор не обладает свойствами виртуализации, то есть не поддерживает набор команд, необходимых для виртуализации. Как такую проблему, собственно, решить? Эта проблема решаемая, и начиная с 16 сервера, вот, фирма Microsoft дала возможность сделать двойную вложенную виртуализацию. Начиная с 19 сервера в дата-центр, то там количество вложенной виртуализации не ограничено двумя. Вот, для этого необходимо сделать настроечки. Но прежде чем делать настроечки, необходимо гостевую машину выключить. Я сейчас выключаю гостевую машину. Вот, делаю завершение работы. Вот, и после этого сделаю на хостовой машине настройки. Все, закрываю. И для того, чтобы создать настройки, я запускаю PowerShell. Вот, выбираю Windows PowerShell. Вот он. И здесь ввожу командлет, который позволяет мне включить виртуализацию на гостевой машине. Значит, называется этот командлет set VM processor. Set VM processor. Смотрим подсказочку. Процессор. Процессор, да, есть. Дальше указываю, значит, параметр VM name через дефис. Подсказочка. Да, есть. Указываю имя. Имя виртуальной машины называется S2019 GUI. S2019 GUI. Следующий аргумент, который я ввожу, это аргумент под названием Expose Virtualization Extensions. Одним словом. Expose Virtualization Extensions. Как хорошо, что есть подсказочка по табу, да? И ставлю аргумент true. Ставлю знак $, true. Через подсказочку. Итак, эта команда отработала. В принципе, уже сейчас у нас появилась возможность делать двойную виртуализацию. И на гостевой машине также ставить компонент Hyper-V, создавать там виртуальную машину в машине, вот, и устанавливать операционную систему. Но, кроме того, что мы включили команды виртуализации, также рекомендуется еще делать некоторые настроечки. Прежде всего рекомендуется отключить динамически выделяемую память для виртуальной машины. Делается это с помощью командлета set VM memory. Set VM memory. Так, подсказочка есть, отлично. Аргумент VM name. VM name есть. Имя вводим S2019 GUI. GUI. И дальше вводим аргумент под названием Dynamic Memory Enable. Через тире. Dynamic. Так, подсказочка. Memory Enable. Да, отлично. И ставим аргумент false. False. Мы не хотим, чтобы динамически выделялась память. Вот, только фиксированная. Вот. Ну и последнее, что, собственно, рекомендую делать, это ограничивать число виртуальных процессоров для гостевой операционной системы. Это командлет set VM processor. Set
VM процессор. CMVN процессор. Дальше вводим аргумент VMName. VMName. Через тире VMName. Вводим имя нашего сервера S2019 GUI. И вводим аргумент count. И ставим число равное, например, 2. Да? Мы хотим использовать не более 2 виртуальных процессоров. Enter. Отработало. После того, как мы ввели эти настройки, мы уже имеем возможность запускать гостевую систему и в гостевой системе ставить роль Hyper-V. Итак, я закрываю командлет, я запускаю нашу гостевую систему, жму пуск. Вот, и сейчас установлю роль Hyper-V и создам, соответственно, машину в машине. Так, нажимаю действие, нажать, ввожу пароль. Отработало, пускает систему, и в диспетчере серверов сейчас появится, проинициализируется, да, нажимаю добавить роль и компоненты. Далее, и здесь ставлю роль Hyper-V. Вот, добавить компоненты. Вот. На этом этапе мне ругалось, что процессор не соответствует. Нет функции виртуализации, нет команд Hyper-V. В данном случае сейчас мы этот этап проходим. Да? Жмем далее, далее. Да, выбираем Ethernet, жмем далее. В принципе, чем Windows хороша, можно нажать далее и установить. Да? И не надо задуматься о том, что какие-то настройки будут противоречить, конфликтовать или что-то мы упустим. Вот в этом отношении у Microsoft для новичков очень все сделано прекрасно. Ну и жму закрыть. Сразу смотрим, сколько у нас тут оперативной памяти, чтобы было понимание. Вот память у нас 3 гигабайта, маловато. Вот, но все равно мы можем создать виртуальную машину, несмотря на это. Итак, смотрим, да, еще пока идет в процессе. Но и уже смотрим, появился ли у нас инструмент под названием диспетчер Hyper-V. Так, администрирование. Так, пока еще не появился, да. Так, ожидание перезагрузки. Да, надо будет перезагрузиться для того, чтобы у нас установился компонент диспетчер Hyper-V. Ну и, собственно, перезагрузку включаем. Продолжить. Так, сейчас он перезагрузится, и уже мы можем создавать виртуальную машину в виртуальной машине. Сейчас дойдет до конца. Вот сейчас, да. Еще раз, да, перезагрузку. 2 перезагрузки и, наконец, старт. Да, вот он. Вводим Alt-Ctrl-Delete. Вводим пароль администратора. И сейчас смотрим, появился ли диспетчер Hyper-V в администрировании. Пуск, панель управления, администрирование. Да, вот он появился, диспетчер Hyper-V. И мы можем, соответственно, создавать вложенный компьютер. Ну, допустим, жмем «Создать виртуальную машину». Жмем «Далее». Новая виртуальная машина. Ну, пусть это нажимается, допустим, Nano, да. Виртуалка в виртуалке. Nano. Жмем «Далее». Поколение выбираем. Ну, пусть будет 2, да. Далее. Вот оперативку гиг пусть выделяем. Пусть на сервера хватит. Далее. Подключение сети. Да, выбрали сетевое подключение. Далее. Объем жесткого диска, в принципе, хватит 30 гигабайт. Вот жмем «Далее». Установить операционную систему позднее. Да, далее. Готово. Все у нас получилось внутри виртуальной машины установить Hyper-V и в ней создать еще одну виртуальную машину.
Вот. Ну, а у меня на сегодня все. Если вам это видео понравилось, то ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Если не хотите пропускать новинки, то подписывайтесь на канал.